Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте особенно поприветствуем водолеев, дорогих, уважаемых, и посмотрим, каким же будет сентябрь именно для них. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим общую атмосферу сентября для водолеев, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Давайте с общей атмосферы мы и начнем. Что же готовит сентябрь водолеям? Богатый будет месяц, месяц достижения целей. Прям, знаете, вот улов поймали. Улов поймали, и этим уловом довольны водолеи. Месяц семьи, дома, стабильности. Но также здесь придется на каких-то моментах, возможно, на каких-то вопросах, на каком-то общении поставить точку. Здесь что-то подойдет к своему логическому финалу. Актуальна семья, актуален дом, актуальны такие семейные стабильные вопросы. И во многом вам придется, знаете, вот включить своего внутреннего медведя, когда придется свои интересы отстаивать, защищать. Это во многом может быть связано с тем, что в некоторых моментах при получении вот этой вот прибыли, при достижении целей, вам придется иметь дело с такими скользкими людьми. И вот с этими скользкими людьми и с их хитростью придется бороться несколько иначе. А не хитростью, а вы прям таким упорством, таким упрямством, когда прям, знаете, вот как медведь рычу и защищаю то, что мне важно, то, что мне дорого. Давайте посмотрим работу, что в работе ждет. А в работе вот как раз-таки сотрудничество. В работе как раз-таки момент, когда огромное значение имеют вопросы партнерства. Но проблема в том, что вкладываются все по-разному. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то вкладывается больше, кто-то меньше. Кто-то получает больше, кто-то меньше. И это все скорее связано вот с той хитростью, о которой говорилось ранее. Поэтому в сфере работы вас ждет выбор. На чем-то придется поставить точку. Скорее всего, это момент взаимодействия с людьми, партнеры, коллеги, клиенты. В целом все хорошо, для вас все завершится благополучно, благоприятно. Дым уляжется, страсти утихнут, дым рассеется. И то, чем вы занимаетесь, будет вас радовать довольно-таки длительное время. Но те моменты, когда у каждого своя правда, они могут несколько затягивать процесс решения определенных моментов, определенных вопросов. Но здесь все будет по правосудию, по справедливости. Здесь правда на стороне того, кто прав. Возможно, заключение различных договоров, сделок, оформление официальных документов каких-то. Это может быть связано с отчуждением чего-либо, да, то есть карта гроб, восьмерка кубков. Это, знаете, как уход от чего-то, да, то есть завершение каких-то контрактов, совершение каких-то работ, какого-то партнерства. И повторюсь, вот здесь такой момент будет, когда не то, что будет открытое противостояние, да, когда каждый на себя одеяло перетягивает, а с вами будут стараться бороться хитростью. Вам же нужно будет отвечать вот именно буквой правосудия. Вам нужно будет все делать по совести, все по-честному. Тем не менее, ситуация завершится для вас благополучно, благоприятно. Не могу сказать, что здесь прям будут перья лететь. Нет, все будет весьма спокойно и размеренно. Останетесь с тем, что действительно для вас важно и ценно. Давайте посмотрим финансы, сферу финансов. Тенденция к увеличению прибыли. Все стабильно, вы действительно бережете, сохраняете то, что вам дорого, и у вас все идет к тому, что к концу сентября, к началу октября ваша прибыль вырастет, возрастет. У вас есть все шансы для того, чтобы прибыль свою увеличить и приумножить. Поэтому с финансами все прекрасно. И в работе все-таки руководствуйтесь буквой закона, чтобы у вас все было четко, чтобы у вас каждая бумажка, каждый документ подтверждал то, что вы правы. И тогда, несмотря на вот этих лис, на скользких людей, свои цели вы достигнете. Желаемое вы получите, к цели вы придете. Более того,
вы не только желаемые цели достигнете, вы поставите новые, более глобальные, более такие крупные цели, к которым действительно стоит стремиться. На текущем этапе важно собрать максимум того, что вам причитается, и вас в этом деле ждет успех. Ну, не просто, конечно, будет, да, из-за вот этих вот лисичек, но, тем не менее, успех вам гарантирован. Давайте посмотрим личную жизнь. Далее, в сентябре. Так, ну здесь все в ваших руках. Очень радует карта дома. Это карта стабильности. Это карта того, что вот те, у кого есть семья собственная, вот семейные вопросы, они будут такими важными и приоритетными. Так, пустая карта. Во-первых, еще у многих может отыгрываться такое, что ставя на первый план вопросы, связанные с работой, вы личную жизнь немножечко как-то отодвигаете на задний план. Но все в ваших руках. Вы всегда можете вернуться к решению семейных вопросов, партнерских вопросов. Всегда можете сделать так, как вам нравится. Те, кто находится в партнерстве, постоянном, стабильном, все в ваших руках, возможно, временное охлаждение в отношениях, но, опять же, не то, что охлаждение, да, каждый занят своим делом, на почве того, что вы погружены в работу, в карьеру. И, возможно, такое ощущение, что, вот знаете, вот как каждый сам по себе. Тем не менее, здесь все стабильно, все хорошо. Для тех, кто ждет какое-то новое знакомство, здесь, знаете, возможны отношения с молодым любовником, да, карта Маг очень часто выходит как молодой любовник, человек, который либо младше вас по возрасту, либо который не готов пока брать ответственность, но, опять же, вы и на расстоянии, и есть стремление быть рядом, ближе друг к другу, но пока каждый из вас автономен. В целом, сфера любви, здесь она не охватит вас с головой в сентябре. Здесь все ваши ресурсы сосредоточены на том, чтобы в работе решить вопросы и в финансах преуспеть. Но, тем не менее, в сфере личной жизни у вас, можно так сказать, все схвачено, да, то есть сфера личной жизни у вас не пострадает. Просто важно в те моменты, когда вы будете заняты и погружены вот в решение дел, в решение деловых моментов и вопросов, чтобы у вас эти острые углы, да, которые могут возникнуть на почве ревности, чтобы они были сглажены, чтобы никто ни на кого не обижался. Потому что на самом деле очень много ресурсов будет тратиться на то, чтобы решить вот именно деловые вопросы. И здесь вот эти вот такие вот недопонимания, они все-таки возможны. Важно это все сгладить, важно это все нивелировать повышенным, ну не могу сказать, что повышенным вниманием, да, каким-то конструктивным диалогом. Здесь советом даже идет карта солнышко, больше тепла, больше такого дружеского общения. Если не хватает времени на романтику, то важно прибегнуть вот именно к общению на дружеской ноте, оно все уравновесит, оно все приведет в баланс. Давайте посмотрим, к чему стремиться. Водолеем в сентябре. Тройка кубков. Во-первых, учиться искать компромиссы. Легче, проще относиться к тому, что вы делаете. Ну и десятка кубков. Это партнерство, это семья. Вопросы семьи все-таки они должны быть у вас не то, что вот где-то на заднем плане, а вы должны помнить, что семья и партнерство, и близкие люди вас всегда поддержат. Это очень важно. Также, смотрите, королева пентаклей, ну, как правило, это мама. Мама может поддержать, сестра может поддержать. Для мужчин это постоянная спутница, супруга может поддержать. Вот здесь в коллаборации с ней важно решать все вопросы. Также королева пентаклей может символизировать женщин, вот самих женщин, которые смотрят этот расклад в той позиции, что преобладает стабильность. Стабильность и поддержка близких людей. К стабильности стоит стремиться. Но здесь важно еще также включать мудрость. Важно мудро относиться к тому, что происходит. Потому что будут моменты, здесь, знаете, вот одно вытекает из другого. Сложности, такие вот тонкие моменты в работе, они могут спровоцировать такие, опять же,
нюансы очень тонкие в личной жизни. И вот это все нужно выстроить в единую линию, чтобы одно другому не мешало, чтобы одно другое не вытесняло. И вот здесь важно набраться терпения и мудрости, и действовать вот именно с позиции мудрости. Опять же, уметь находить компромиссы и уметь дарить, принимать вот эту вот поддержку внутри партнерства, внутри семьи. А чего остерегаться, давайте посмотрим. Остерегаться эмоций, излишней эмоциональности и неопределенности. Здесь должно быть все четко. Да, совершенно верно. Эмоции ваш главный враг, потому что под влиянием эмоций вы можете либо долго пребывать в состоянии неопределенности, либо зайти в некий такой тупик. Поэтому здесь близкие люди вам в помощь, советоваться, получать поддержку, оказывать поддержку не возбраняется. И важно стремиться к мудрой стабильности. Тогда, безусловно, конечно, все будет хорошо. В целом, месяц для вас прекрасный. И прекрасен он тем, что вы в стабильности, вы двигаетесь в стабильность, и вы получаете те цели, те бенефиты, на которые вы рассчитывали. Трудности здесь в том, что вот эта вот игра, вы по-правильному ведете игру, а кто-то вот именно по-хитрому. Но важно действовать очень четко, очень обдуманно и стараться искать компромиссы. Ну и, конечно же, уметь сочетать вот те моменты, чтобы все сферы у вас грамотно, как сказать-то, сочетались между собой. Сочетались, ну ничего страшного. Главное, что понятно все. Вот такой получился у нас с вами прогноз для водолеев на сентябрь. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. И до встречи с вами в новых видео.